Всем привет! Мы продолжаем серию сравнительных видеообзоров, вспоминая легендарные советские легковые и грузовые автомобили. Рассматриваем масштабные копии разных эпох, которые копируют один и тот же прототип. Герой сегодняшнего видеоролика КамАЗ-5320. Культовая машина, многим из вас она знакома не понаслышке, и каждый из вас хоть раз в жизни видел миниатюрную копию, изготовленную на заводе Эликон. И мы посмотрим на две разных школы моделестроения. Приготовил вам новодельную эликоновскую модель, которую я покупал тоже довольно давно. И мы ее сравним с журнальным вариантом из серии «Автолегенды СССР. Грузовики» от издательского дома Де Агостини. И КамАЗ-5320 в журнальной серии вышел под номером 24. И модель поступила в продажу 4 мая 2018 года. Модель на Эликоне появилась в 1979 году. И за свой период производства КамАЗ претерпел незначительные изменения. Например, у самых ранних моделей был упрощенный двигатель в виде одной детали, затем этот компонент стали делать составным и также видоизменяли решетку радиатора, улучшали вид колесных дисков, хотя у самых первых КамАЗов покрышки были отдельные. И потом долгое время колесики выпускались одним целым с покрышкой, и я думаю, каждый из вас знает, о чем я говорю, потому что, еще раз повторюсь, этих КамАЗов было огромное количество. И у меня тоже было довольно много старых эликоновских КамАЗов, некоторые не дожили до сегодняшних дней, некоторые остались в коллекции в виде набора запчастей, потому что этими машинками я играл, катал по столу, и некоторые модели я реставрировал. И у меня в коллекции не все масштабные копии отреставрированы, некоторые показывал, некоторые покажу в будущих видеообзорах. И чтобы вспомнить, как выглядел настоящий прототип, я вам приготовил журнал от Автолегенд. Давайте уберем коробочки, чтобы они нам не мешали рассматривать журнал. Быстро его пролистаем и перейдем к сравнительному обзору самих моделей. На лицевой стороне журнала есть 3D рендер грузовика, и здесь у меня первый вопрос: почему нельзя было сфотографировать настоящий прототип? Я думаю, создать 3D модель чуть сложнее, чем найти живой КамАЗ, ведь их выпущено огромное количество, но это оставим на совести издательского дома. Есть информация о создании настоящей машины, грузовой автомобиль КамАЗ-5320, и машина окрашена в каноничный голубой цвет. И жаль, что в рамках журнальной серии не вышел грузовик с тентом. У Эликона предлагались как модели с установленным тентом, так и открытые грузовые платформы. И сегодня мы рассмотрим грузовик без съемной детали. Опытные образцы, довольно интересные черно-белые фото, и уже не раз говорил, первые журналы у Де Агостини были вполне информативны, очень интересная фотохроника, и то, что сейчас выпускает Модимио, не идет ни в какое сравнение с этой литературой. Плакат, на котором опять же 3D рендер, он сделан довольно хорошо, но опять же сразу в глаза бросается, что это не настоящий автомобиль. Другие ракурсы, шасси. И даже сложно сказать, в каком цвете у нас в советское время были преимущественно КамАЗы. Мне запомнились машины с оранжевой кабиной, но преимущественно я встречал самосвалы. А бортовые платформы видел как с кабиной красного цвета, так и серые машины. Было пару белых экземпляров, голубые тоже попадались, но как-то не запомнились мне. Технические характеристики, схематический чертеж, фотографии Камского автомобильного завода, готовая продукция и анонс на следующий выпуск. Автоцистерна на шасси Урал ЗИС-355М. И из серии «Автолегенды СССР. Грузовики» у меня только КамАЗ. Я его покупал, когда эта модель была новинкой, тоже делал в свое время на нее видеообзор, и как-то потом эта серия сдулась, и на ее место вышла серия от Модимио.
И давайте начнем с обзора эликоновской модели. Она, еще раз повторюсь, уже новодельная, поставляется в голубой коробочке, написан производитель Эликон. И это, скажем так, новодельная модель, но не самый новодельный новодел, который продается сейчас. И насколько мне известно, самые последние модели от Эликон выпускаются уже не на заводе. Просто продали какому-то инвестору оснастку, и он делает модели под маркой Эликон. На нижней стороне есть информация, также на задней стенке есть фотография настоящего прототипа, как раз с кабиной голубого цвета, как у журнального варианта. А эта эликоновская модель окрашена не в совсем типичный оранжевый цвет, и кузов здесь бирюзово-голубой. И, кстати, с этой моделью поставлялся небольшой вкладыш с датой изготовления, я тоже вам его покажу, и написана дата 2011 год. Конечно, модель уже хуже покрашена, чем советские варианты, но старые эликоновские КАМАЗы тоже были не самые лучшие по качеству покраски и по уровню проработки. У этого грузовика пластиковый кузов, он окрашен в массе, откидывается задний борт. И на эту масштабную копию я уже поставил покрышки от Автоистории. И, кстати, резина продавалась в наборах АВД покрышки. Она чуть лучше по уровню детализации, чем эти ранние покрышки от Автоистории, но, на мой взгляд, такая резина лучше подходит под эликоновские модели. И эти покрышки отлично садятся на эликоновские диски от КАМАЗа уже улучшенного типа. Интерьер кабины тоже изготовлен очень примитивно. Из черного пластика, окрашенного в массе, поднимается кабина, вполне хороший моторный отсек, но на этой масштабной копии почему-то отсутствовала рукоятка переключения коробки передач. Есть специальный паз, куда вставлялась деталь, но на этой масштабной копии этого элемента не было. И решетка радиатора здесь желтого цвета. На ранних КАМАЗах от Эликон решеточки были белые, без сквозных отверстий, и также не было прозрачных фар. Здесь уже ее немножко модернизировали. И также добавили поворотники в виде пластиковых деталей. На ранних КАМАЗах они были просто нарисованы желтой краской. Зеркала заднего вида из черного пластика, подпружиненная подвеска, что мне всегда нравилось на КАМАЗах от Эликон, и довольно просто изготовлена рама. По типу плитки шоколада написано «Арик», не указан масштаб, и есть основные узлы. Это ресиверы, топливный бак и выхлопная система. И давайте этот КАМАЗ сравним с журнальным изделием. И эта модель поставляется в довольно хлипкой картонной коробке, но все же такое решение лучше, чем обычный блистер, как у легковушек из серии «Автолегенды СССР». На нижней стороне есть информация, которая касается производителя. На задней стороне есть фотография американского сидельного тягача и полуприцепа. Не знаю, почему изобразили именно эту машину, а не советский грузовик. Ну да ладно. Также есть два фиксационных блистера, которые надежно фиксируют модель, чтобы она не повредилась при пересылке. И когда эта модель была в новинку, то ее рекомендованная стоимость равнялась 899 рублям. Но машины разошлись по предзаказу, и ушлые спекулянты перепродавали эти масштабные копии втридорого. И даже за эту цену модели охотно раскупали. И это тот случай, когда журнальное изделие действительно вполне хорошее. И эта модель не сильно уступает по уровню проработки аналогу в коробочке от Автоистория и Start Scale Models. Уже улучшенные покрышки по сравнению с теми, которые ставились на ранние модели от Автоистории. Также вполне хорошие колесные диски. И у этого КАМАЗа фактически рабочая кабина. Ее можно поднимать, рассматривать моторный отсек. Но модель поставлялась с привинченными
креплениями, и вам нужно было убрать винтики, подрезать клей, если кабина была приклеена к бамперу, и тогда эта деталь становилась рабочей. Стеклоочистители из пластика, окрашенного серебристой краской, вполне хорошие зеркала заднего вида, уже лучше сделана облицовка радиатора и, кстати, вполне нормальная светотехника. Присутствуют рассеиватели и отсутствуют пресловутые черные точки, так называемые рыбьи глаза. Бампер установлен не очень аккуратно, серебристой краской обозначили противотуманки, также габаритные огни. И вместо номерного знака здесь табличка с надписью КАМАЗ. Также присутствует вентиляционный грибок, но он черного цвета. Насколько мне известно, на КАМАЗах этот элемент был белый. Есть топливный бак. Очень хорошо сделана ходовая часть, но минус этой масштабной копии в том, что рама сделана из хлипкого пластика. Она не держит свою форму, хрустит. И, кстати, были случаи, когда модель стояла на столе не очень ровно, потому что некоторые колеса были восьмеркой и просто болтались в воздухе. Один из вариантов – это нагреть раму в теплой воде, ее попытаться выпрямить, но не факт, что пластик поддастся. Вполне хорошие задние фонари, есть сцепное устройство, правда, оно статично. И можно посмотреть, как этот автомобиль выглядит с другого ракурса. По габаритным размерам модели примерно одинаковые. И как раз вы можете посмотреть, китайский аналог выглядит более правдоподобно. У него лучше сделана оконная линия, и как раз рядышком стоящий ликоновский КАМАЗ демонстрирует, что у него окошки не такие по высоте, как должны быть на настоящем автомобиле. Но опять же, повторюсь, ликоновская модель даже в нынешних реалиях вполне конкурентоспособна с учетом ее цены. Она сейчас продается за 1500 рублей. Раньше эти грузовички свободно можно было приобрести за 850 рублей. Но еще раз повторюсь, не стоит забывать, что вот эти модели, несмотря на свою рекомендованную цену, по ней практически никогда не продавались. И те автомобили, которые были в открытой продаже, я видел за 1500-2000 рублей. Так что, опять же, не факт, что эта модель лучше с учетом ее цены. И раз Эликон до сих пор выпускает свои КАМАЗы, значит, это кому-то нужно. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о машине из серии «Легендарные грузовики СССР». Если в вашей коллекции похожий КАМАЗ, возможно, у вас тоже сохранились старые советские модели. Пишите, в каком они состоянии, в каком варианте окраски и какая это модификация. Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на модели из моей коллекции. И можете написать в комментариях, на какие модели вы бы в будущем хотели увидеть сравнительный видеообзор. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.